Потрясающие вкусные пончики. Для теста нам понадобится теплая вода, теплое молоко, сахар, соль, сухие дрожжи. Яйца, добавляем муку. У меня ушло 660 грамм муки. Вам может понадобиться немного больше или меньше. Главное не забивать тесто. Теперь берем размягченное сливочное масло. Оно добавит тесту эластичности. Можно замешивать в миске, а можно и на столе. Как вам удобно. Допустимо, что тесто будет слегка прилипать к рукам и к столу. Сверху поливаем немного растительным маслом, накрываем пищевой пленкой и полотенцем. Убираем в теплое место на час или полтора. Результат которого нужно добиться, это увеличение теста в 2-2,5 раза. Тесто очень хорошо подошло. Делим его на равные шарики. Из этого количества у меня получилось 20 штук. На кухне тепло, поэтому я выкладываю шарики прямо на стол. Вы можете выложить на доску и сверху накрыть полотенцем. Так они должны постоять минут 15-20. Любите пончики? А если в холодильнике есть стакан кефира, приготовьте вкусную закуску. Эти рецепты оставлю в конце этого видео в заставках, а в описании вас будут ждать ленивые пирожки и другие вкусные рецепты. В середине шарика делаем дырочку и прокатываем пончик, увеличивая отверстие. Растительного масла должно быть столько, чтобы пончики наполовину или больше половину погрузились в него. Пончики кладем в разогретое масло, но нагрев средний или ниже среднего. Жарятся пончики быстро. Очень нежные, воздушные. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления, чтобы не пропустить новые рецепты. Добавляйте сахарную пудру, глазурь, шоколад. От них невозможно оторваться. Делитесь хорошим настроением и этим видео с другими.